Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я решила пораскрашивать в оптических иллюзиях. Мне когда-то очень хотелось приобрести данную раскраску. Я начала ее прям настолько мне она понравилась, что я там иллюстрацию за иллюстрацией какое-то время раскрашивала. Ну, конечно, фломастеры здесь, они, понятное дело, полосили. Что-то где-то просвечивало, потому что бумага здесь не самого лучшего, так сказать, качества. Но, тем не менее, это просто такая отдыхалочка. Вот. Потом я решила остановиться, иначе, думаю, всю ее прям сразу так и раскрашу. Ну и в итоге, может быть, еще один-два раза я к ней возвращалась, но по большей степени она у меня вот лежит и не двигается. И, пожалуй, наверное, сегодня я раскрашу вот эту иллюстрацию тоже фломастерами. Ну, фломастеры, скорее всего, будут марки «Каждый день», «Центропен», «Кохенур». То есть, в принципе, то, что особо не протекает. Хотя здесь вполне вероятно. Ну и процесс, конечно же, я покажу на камеру. Сейчас, в общем-то, конец месяца, поэтому все, что было по плану, я уже показала, так что буду доставать вот вне плана какие-то простенькие раскраски, хотя я бы хотела, может быть, пораскрашивать что-то, взять и посложней, но суть в том, что пока еще жара не спала, вот, знаете, как-то вроде бы пораскрашивать хочется, а в тот же момент брать что-то основательное, ну, не тянет. Решила раскрашивать двумя цветами, потемнее и посветлее. Это предполагается более такое светлое. Ну, конечно, знаете, так, немножко бумага скатывается. Не сказать, что как-то критично, но тем не менее. Ну вот, наверное, поэтому у меня эта раскраска-то, в общем-то, и лежит. По причине того, что такая бумага, что вроде задумка хорошая, а бумага портит дело. Наверное, из-за этого, конечно. В идеале тут или бумагу такую, чтобы фломастеры хорошо скользили, или там хотя бы одностороннюю, какие-то иллюстрации. Ну, как-то так. Так, я за кадром пораскрашивала, и теперь все полоски таким вот образом раскрашиваю, потому что так хотя бы не полосит. Вот, потому что я начала по-другому, так, сверху вниз, например, и там было много полосок, мне не понравилось, а здесь такие коротенькие штришки, и никаких проблем нет. В одном месте я, конечно, накосячила, но это, в общем-то, нет, ну заметно вот на камеру вот эти ромбики. Один я как раз-таки вот таким цветом закрасила. У меня даже была идея тогда вот на контрасте сделать, но нет, пусть так уже остается. Вот так значительно лучше закрашивать, потому что, правда, аккуратнее выглядит. Я сейчас что-то пропускаю, ну, чтобы в одном направлении еще красить и не крутить каждые 5 секунд раскраску. Но в целом прикольно. И вроде даже так быстрее получается. Я дораскрашивала с обратной стороны, ну, буквально, может быть, пара точек незначительных, а так все нормально.
Ну и в целом вот два цвета здесь отлично подходят. Потому что типа радугой я раскрашивала уже здесь много раз. Надо сразу закладку поменять. Ну вот, и эта раскраска немного продвинулась. А сейчас я хочу пораскрашивать в волшебном мире. Пока не знаю, какая будет иллюстрация. Ну, вот эту хочется, конечно. Нет, мне здесь вообще нравятся все. Но я сейчас не хочу всякую мелкотню раскрашивать. Как, например, вот это. Что-то мне пока не под настроение. Наверное, скорее всего, я раскрашу вот эту иллюстрацию. У нас тут громыхает, все сверкает. Был дождик, сильный ветер. Я вообще очень порадовалась. Прям вот меня это очень порадовало. Да, в общем, я буду раскрашивать вот эту иллюстрацию. Раскрашивать буду акварелью, как всегда, детский луч. И, как водится, покажу вам процесс на камеру. Достала акварель. Сейчас я ее еще немножко сбрызну. Кисточку, воду. И я решила, что не буду, скорее всего, больше пользоваться бумажными салфетками, потому что они быстро намокают. Я хотела использовать обычную губку, но сейчас наткнулась на вот такую целлюлозную. Она уже у меня давно там в упаковке в фикс-прайсе 3 или 4 губки продавалась. Ну, она вот пока такая. Ее можно, в принципе, намочить, отжать. Ну, я пока решила так ее использовать. Посмотрим. Единственное, что я не знаю, после хорошо она отстирается, чистая останется или нет, потому что, скорее всего, обычная губка для мытья посуды точно будет поприличнее выглядеть. Ну, поэкспериментирую. Начну с розового. Ну, просто тут есть такие цвета, которые бывают, знаете, там темно-зеленый, светло-зеленый, какой-нибудь сине-зеленый. Вот, поэтому я, чтобы не тупить, сначала с очевидного начну. Типа розовый, желтый и так далее, где нет никаких других вариантов. А уже потом все остальное. Посмотрим, что получится. То что-то мне надоело фломастерами раскрашивать, маркерами. Что-то хочется акварелью, но вот именно так. По сути, бездумно. Ну, а это вроде как вообще иллюстрация простенькая. Совсем уж мелкотни нету. Ну, вот он-то и релакс. Хорошо бы еще ничего не размазать. Ну, губка вполне удобна. А то потом от салфетки и палитра мокрая, и, в общем. А эту губку вроде как помыть и все. Посушить. А можно и не сушить. Она впитывает отлично. В общем, самое то. Ну, вообще в случае чего ей можно протереть и промокнуть. Но ее лучше держать в таком влажном все-таки состоянии. Так. Голубой. Начну. Тут голубого много.
Ну вот на камеру и раскрашу. С вентилятором очень хорошо. Такой легкий ветерок. Пока без него еще сложно. Я, правда, задумалась тут купить себе вентилятор все-таки, помимо кондиционера, но и мне, кстати, сразу прям, только я подумала, мне им видео аж 700 рублей на счет баллами закинули. Но вентиляторов в принципе там нет. Все раскупили. Ну и ладно. Значит, либо оно мне не надо, или будет еще лучше. Ну, потому что вообще вентилятор нужен, иногда там на кухню поставить, все такое, да и здесь. Раскрасила. Потом я подождала, когда все высохнет, и просто мокрой кисточкой прошлась по контуру. Ну, там, где всякие пробелы. Сейчас еще подсохнет. В некоторых местах пройдусь повторно. С обратной стороны, как всегда, все в порядке. Ничего не протекло. Бумагу, в общем-то, не повело, хотя я с водой как бы и не мелочилась. Впрочем, я ее особо-то и не лью никогда, но и иногда прям даже не промакивала здесь кисточку. Симпатичная иллюстрация, и радует, что и теперь здесь можно спокойно раскрашивать, и ничего не полосит. Так что теперь так и продолжу ее красить. Ну, а тут не знаю, буду ли я когда-нибудь раскрашивать или нет. Скорее всего, оставлю так. Вообще, удобная эта штука. Ну, я ее сейчас намочу, чтобы, во-первых, выпрямить, ну и помыть, конечно же. И заодно посмотрю, как она отмоется или не отмоется. Просто интересно. Может быть, даже для эксперимента возьму еще потом обычную губку для мытья посуды и сравню, что удобнее. В следующем влоге, скорее всего, тоже переберу какие-то свои раскраски. Может быть, начну что-то новое или возьму забытое старое. Как-то так. Буду пользоваться концом месяца, чтобы что-то еще продвигать. Хотя было бы неплохо взять раскраску Дарьи Сонкс от времени, так как я ее все-таки хотела бы закончить за год, а с января-то уже, сами понимаете, полгода прошло, даже, в общем-то, уже больше чуть-чуть, чем полгода. А я ее и наполовину не раскрасила, но мне сейчас не хочется. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.